Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России начать переговоры и требуя от всех, чтобы Европа была участницей этих переговоров. О чем разговаривать с европейцами, когда они однозначно говорят, что Украина отстаивает европейские ценности? Но это значит, что прийти к судье, в международном суде, и сказать: вы знаете, Европа, Евросоюз – это нацистская организация. Никто же пальцем не пошевелит на европейском пространстве, чтобы заставить Киев отменить законы, которые запрещают русский язык во всех сферах и запрещают каноническую православную церковь. Европа рассматривает и рекламирует в качестве приоритета украинского регулирования гарантии безопасности только Украине, причем они сформулированы конкретно против России. То есть ей гарантирует безопасность, хочет Европа, до тех пор, пока киевский режим будет врагом Российской Федерации и будет продолжать войну. И когда сейчас вот на все эти действия, все эти лозунги звучали в Мюнхене, в разных формулировках, но суть одна: Россия враг, надо, чтобы Украина добивала Россию. Ступ, президент Финляндии, некогда нейтральной страной, а он сейчас один из самых главных таких неонацистских лидеров, просто сказал: Украина все делает правильно, продолжайте, добивайте Россию. Но это вот президент Финляндии, как вот можно о таком политике говорить. А то, что Зеленский вытворил в Мюнхене, просто, наверное, не нуждается даже в комментариях. Тот, кто послушает или прочитает то, что он сказал, убедится, что этот человек никакого мира не хочет. Он публично заявил: мы сейчас с американцами будем продолжать в Женеве обсуждать понимание Аляски, которые строились на признании первопричин конфликта и на необходимости их устранения. Никакого членства в НАТО и никаких попыток опровергнуть решения людей на Донбассе, которые в условиях полной дискриминации, в условиях, когда киевский режим стал истреблять законодательно все русское и каноническое православие, они высказались за то, что они хотят вернуться в Российскую Федерацию. Что говорит Зеленский? Я из Донбасса не уйду, я никогда не признаю то, что Россия захватила де юре. Надо остановиться на линии соприкосновения, но все, что Россия захватила, в кавычках, это мы будем считать своим, и мы будем добиваться возвращения этих земель. А люди-то, которых ты на этих землях назвал террористами, сейчас он еще более грубым образом в интервью после Мюнхена сказал, что Европа и Соединенные Штаты вообще поступают неправильно, потому что не выгнали всех людей с российским происхождением со своей территории. И употребил слово из 4 букв, не постеснялся в эфире. Наверное, в напряжении большом был с утра. Но просто, когда на этом фоне тут же в одном зале в мюнхенской этой самой гостинице европейцы эти его тирады стоя приветствуют, я не знаю. Конечно, президент Путин не раз это подтверждал. Когда-то мы, наверное, с Европой будем разговаривать, но это произойдет, когда они одумаются, и мы посмотрим, с чем они к нам придут. Если они придут к нам, Макрон сказал: я решил поговорить с Россией. Посылал своего сюда представителя. Просил оставить это в тайне, но, как всегда, французы сами потом и проболтались. Ничего революционного не сказано было этим представителям. Все те же самые вещи, которые звучат и в публичном пространстве.
Мерц сказал, когда-то с Россией мы договоримся, но пока она не хочет переговоров. Ну, если человек заявляет такие вещи и думает, что никто не наблюдает, что Россия конкретно делает, многократно мы встречаемся с американцами, мы встречались с украинцами в Стамбуле в мае, в июне, в июле. Мы предложили эту переговорную площадку модернизировать, повысить уровень переговорщиков, создать 3 рабочие группы по военным, политическим и гуманитарным аспектам. Украинцы сказали, сначала молчали, а потом в ноябре сказали, мы не будем больше в Стамбуле разговаривать с Россией. Ну и что, это европейцы своим избирателям вдалбливают, что это Россия срывает переговоры? Войн мы не ищем, войн мы не хотим, но если вот эти европейские наши соседи, вместо того, чтобы понять свои ошибки и понять, что жить нам все равно вместе придется, и если вместо этого понимания они будут готовить войну против нас, как они объявляют, ну, президент не раз на эту тему высказывался и напоминал, что на Украине мы ведем специальную военную операцию, а если они хотят войны, то это будет совсем другая война и совсем другими средствами.